Привет, друзья! С вами снова я, Алексей Шведов, и сегодня у меня необычный выпуск, посвященный персональному компьютеру. Когда-то, давным-давно, когда персональный компьютер был редкостью, был такой носитель информации, как дискета. На них часто хранились архивы с различными программами, играми, а также драйвера и прочие документы. И я как-то вспомнил, что у меня было достаточно много дискет. К счастью, я достаточно редко выкидываю вещи, которые были мне когда-либо дороги, поэтому и дискеты тоже сохранились. Лежали они дома у родителей среди множества других моих вещей. Так вот, закралась мне как-то мысль приехать и проверить все эти дискеты, а вдруг там что-то интересное найду. Но, к своему стыду, у меня до сих пор нету ретро-компьютера с дисководом, поэтому я решил найти портативный дисковод в интернете. И здесь меня ждала большая удача. Новый, запакованный в пленку дисковод Dell достался мне почти даром. Когда взял его в руки, сразу понял – вещь. И запах, кстати, тот самый, как у старых компьютеров, когда они еще новые. Единственный минус – это кабель. Он, к сожалению, несъемный. Ну, значит, буду бережно к нему относиться. Так вот, недавно я приезжал в Краснодар к родителям и занялся поиском дискет. Среди своих старых вещей обнаружил две коробки из-под дисков, а в них целая куча, вернее, две кучи дискет, про которые я почти забыл. И тут у меня начался синдром человека, нашедшего сундук с сокровищами. Когда теряешь рассудок и начинаешь просто перебирать драгоценности, не веря своему счастью. Потом я начал пересматривать все дискеты, внимательно изучая надписи на них. Здесь у меня начались флешбеки из прошлого, как это обычно бывает, когда находишь свои старые вещи или записи. Ведь когда-то не было флешек, про интернет никто не слышал. Пишущий CD-ROM, как и перезаписываемые диски, были вообще роскошью. Например, когда у нас только появился компьютер, я помню только аудиокассеты и дискеты с играми в магазинах. Дисков я тогда даже не видел. Так вот, каждая новая дискета, попадающая тогда мне в руки, казалась мне невероятным сокровищем. Ведь на ней могло быть сразу несколько игр. А некоторые игры вообще занимали порядка 10 дискет. И было очень обидно, когда одна из них не читалась. Да, когда винчестеры были совсем крошечного объема, каждый мегабайт на жестком диске был на вес золота. Памяти не хватало, а сохраненные игры все же хотелось оставить на потом. И тут выручали дискеты. Также у всех была та самая загрузочная дискета, на случай, если вдруг Windows заглючила. Уже не помню, что было с Windows 3.11, но вот 95 и 98 доставляли мне очень много головной боли. Каждое новое устройство, будь то мышка или монитор, также имели в комплекте дискету с драйверами. Я рос, прогресс не стоял на месте, и вот уже эти дискеты я использовал для записи рефератов, а также картинок, сохраненных с интернета. Но с появлением пишущего CD-ROM и доступных по цене дисков многократной записи, дискеты отошли на второй план, а появление флешек убило дискеты и вовсе. Пока я перебирал дискеты, мне попалась одна необычная, не похожая на все остальные. Ее отличало наличие цветной картинки из игры. Это была игра Цезарь 92 года выпуска. Я помню, мне ее кто-то со двора подарил на день рождения. Вроде это был сосед Андрей с 4 этажа. Не помню, чтобы я в нее играл. То ли казалось очень сложной, то ли дискета не запускалась. Я тут же захотел ее проверить, но, увы, дискета не прочиталась. Стало интересно, что я упустил в детстве. Скачал игру, запустил, немного посидел за ней и понял, что ничего особо ей не потерял.
В общем, перепроверил все дискеты, сложил в одну стопку все нерабочие, в другую пустые, в третью с разными драйверами, загрузочные и так далее, в четвертую игры и сохранения к ним, а в пятую разный софт. На удивление, многие дискеты прочитались без проблем и сохранили в себе всю информацию. А некоторые дискеты меня и вовсе поразили. Начну по порядку. С тех дискет, на которых сохранились архивы игр с нашего самого первого 386 компьютера. Здесь же будут попадаться некоторые дискеты, на которых остались архивы, но скопировать их не получилось. Я не буду долго рассказывать сейчас о каждой из них, так как все они заслуживают отдельного видео, но покажу каждую из них. Air Duel. 80 Years of Dogfighting. Игра на 3 дискетах, и к моему удивлению все 3 прочитались. Уже с момента запуска она поражала своей кинематографичной заставкой. А ведь это на минуточку 93 год. На Spectrum еще игры продолжали выходить. Codemaster снова Робин Гуда выпустили, Медноногов своего знаменитого Буратино, а Vector Graphics выпустили вот это чудо для персонального компьютера. Это был мой самый любимый авиасимулятор до появления Ил-2 Штурмовик. Кстати, здесь меня ждал небольшой сюрприз. Сохранились имена пилотов, которыми я играл в детстве. Не представляю, сколько я часов провел за дуэлями. Миссии я тоже очень любил, но у меня прямо беда с посадкой самолета. Я не уверен, что хоть раз мне удавалось посадить самолет в этой игре. Насколько помню, мой любимый самолет был Мираж, и я обожал использовать самонаводящиеся ракеты. Дикое удовольствие доставляло выпустить такую ракету по самолету противника, переключить вид экрана на его самолет и наблюдать, как через несколько мгновений за ним уже тянется черный хвост. Нос смотрит в сторону земли, а пилот катапультируется. Видов обзора, кстати, здесь тоже немало. Особенно радовал вид приборной доски. В общем, для 93-го года это настоящий шедевр, в который можно с удовольствием поиграть и в наши дни. И еще парочка интересных вещей. Здесь есть поддержка сетевой игры. Правда, я ни разу таки не попробовал ее. Когда-то очень давно в нашем подъезде была протянута локальная сеть, которую мы сами протянули, будучи детьми. Играли тогда во множество игр, но вот Dogfighting никак не получалось настроить для игры по сети. Вероятно, надо было соединяться по комп-порту, но у меня даже кабеля такого не было. Если кому-нибудь удавалось поиграть в нее по сети на современном компьютере через эмулятор, напишите, пожалуйста, как вам это удалось. Очень хочется попробовать сразиться не с компьютерным оппонентом. Кстати, в игре есть поддержка Roland LAPC-I. Звучит довольно неплохо. Prehistoric 2. Одна из любимейших. Сколько же нервных клеток она сожгла в детстве. Не помню, до какого уровня мне удалось тогда дойти, но прошел ее впервые только лишь год назад. И то на DOS-бокс с сохранениями. Очень юморной платформер, нереально хардкорная сложность, ну, по крайней мере для меня, любителя тихих спокойных квестов и РПГ. В детстве она казалась мне какой-то особенной, не похожей ни на какую другую игру. Да в принципе и сейчас она мне такой кажется. Рад, что она у меня была, и рад, что это еще один закрытый гештальт. Ах да, на дискете еще, как заметили, написано рисунки. Это просто нереальное чудо, о котором я расскажу в конце этого видео. Перевод и Warlords. Перевод оказался старенький промпт 90-го года. Ничего интересного. Ну а Варлорды — это легенда. Вышли они в 90-м году, за 5 лет до первых героев. Конечно, в 9 лет было сложновато в них играть. Но было очень интересно наблюдать, как папа их проходит. Мне почему-то больше запомнились 2 и 3 части, которые были у нас гораздо позже. Но вот именно с первой части началось знакомство с этой серией. Поиск артефактов, захват вражеских замков, создание крутой армии, посещение руин. В общем, это было очень интересно. Кстати, в архиве с игрой меня ждал джекпот – сохранение игр. То есть еще с тех самых пор, когда в 94-м папа проходил ее. Интересно, кстати, прошел или нет, надо будет ему скинуть. SimCity, F19, Preference. Еще одна дискета, которая, увы, не прочиталась у меня корректно. Все 3 игры пришлось скачать, чтобы показать их вам. Самая первая SimCity. Ей я был особенно рад, так как уже играл в нее на Спектруме. Конечно, я не проводил за ней столько времени, как позднее за SimCity 2000. Мне она оказалась совсем уж скучной. Но все же было интересно строить свой город. Цель игры была не ясна, и я просто строил все подряд, пока не заканчивался бюджет, и выходил из игры. Прямо как наши градостроители. F-19. Полное название игры F-19 Stealth Fighter.
Вот хоть убейте, не помню я ее. То ли управление было очень сложным, то ли она вообще не работала. Но в памяти у меня она вообще не отложилась. Хотя, пока я ее смотрел, дошел до вооружения самолета и все же что-то такое начал припоминать. Вероятно, я все же пытался в нее играть. Преферанс. Скорее всего, был вот этот у нас. Но опять же, я его не помню. Из карточных игр я тогда умел играть в дурака, козла, покер, ведьму, пьяницу, но не в преферанс. Сейчас задумался, что я вообще никогда в жизни не играл в преферанс. Не знаю, насколько это большое упущение, но надо будет как-нибудь все же сыграть. Инди и Формула. Формулу-1 помню очень хорошо. Но надо же, все детство называл ее Формула-1, а она оказывается Гран-при Unlimited. В нее было играть очень интересно. Особенно радовали меня настоящие фотографии в игре. Казалось каким-то новым уровнем, особенно сразу после Спектрума. Сейчас, к сожалению, никакого интереса она не вызывает. Управление, прямо скажем, ужасное, графика тоже. Но все равно спасибо ей за то, что она была, и за все позитивные эмоции, что она принесла. Кстати, здесь есть поддержка Roland MT32. Я очень люблю его звучание и всегда его включаю, если игра его поддерживает. Можно ощутить контраст PC-спикера, который у меня был до появления первого саундбластера, и этого чудесного MT32. Кстати, совсем забыл, что здесь есть еще встроенный редактор, где можно самому попробовать создать свою собственную гоночную трассу. Инди, она же IndyCar Racing. Стоп. Indianapolis Motor Speedway, вернее даже Indianapolis 500 The Simulation, ее полное название. Я хорошо помню эту игру, но почему-то в памяти отложилось название IndyCar Racing. Это очень странно, ну да ладно. Что мне прямо очень так запомнилось, это повторы в конце игры. Очень любил их посмотреть. Одна из моих любимых вещей в этой игре была возможность развернуться и поехать в обратном направлении, столкнувшись с одной из машин, а потом смотреть свое столкновение на повторе с разных ракурсов. Спустя годы только вышел Кармагеддон, от которого меня вообще не оторвать было. Игра также поддерживает Roland MT32. Давайте послушаем. Кстати, очень хорошие отзывы об этой игре. Пишут, что прям достойный такой симулятор. Gods. На дискете остался архив игры с диска 160 лучших игр, которого у меня не сохранилось. В свое время друзьями часто менялись дисками, и не все относились к ним трепетно. Диск был исцарапан, и по словам друга детства Сереги, он застрял в его CD-ROM, после чего он выкинул его в окно. Странная, конечно, реакция, ну да бог с ним. Про диск этот надо будет отдельно видео снять, уж очень много хороших игр на нем было. Gods была одной из самых первых игр на компьютере. Ее папа принес на 5-дюймовой дискете. Вот в нее прям очень долго играли. Мне, как сейчас помню, даже удавалось победить пару первых боссов. Игра была просто нереально увлекательной, беспощадно хардкорной. Очень радовала возможность покупки различных вещей между уровнями. Больше всего мне нравился Орел-компаньон, который оберегал нашего героя какое-то время. Прошел ее спустя много лет. И то не на компьютере, в 2017-м, на третьем PlayStation, с эмулятором Sega. Кстати, на Sega она еще сложнее, так как скорость игры выше и нужна еще более быстрая реакция. Может быть, когда-нибудь пройду ПК-версию. Ну и по традиции послушаем, как она звучит с Roland MT32. Pushover. Игра про муравейчика и доминошки. Мы управляем муравьем, который должен в правильном порядке выстроить все домино на уровне. Их всего 10 видов, и у каждого свое свойство. Какое-то делится на 2, другое падает с задержкой, третье вообще не падает. Начальные уровни довольно легкие, но чем дальше, тем головоломки сложнее. Мотивацией служили красивые заставки между некоторыми уровнями. Помню еще, как папа каким-то образом вычислил формулу, по которой генерировались пароли к уровням. Пройдя несколько уровней и выписав коды на листок, он смог посчитать коды к другим уровням, до которых мы еще не дошли. Правда, все они были в разброс. Пройти ее полностью нам так и не удалось. Ну что ж, муравейчик, давай послушаем, как ты звучишь на MT32.
CD Дорога Incredible. CD Man – шведский клон Пэкмана, который был достаточно популярным среди отечественных игроков начала 90-х. Хоть он и выглядит гораздо красочнее, но мне даже в то время намного больше нравился Пэкман на Спектруме. И в эту игру я особо не играл. Ее не получилось скопировать с дискеты, пришлось скачать. Дорога. Полное название «Охотник на дороге». Отечественная игра компании Nikita. Она мне очень напоминала Xenon-подобные игры. Скроллер с пауэрапами. Игра была очень щадящая к игроку и доставляла удовольствие своей легкостью и атмосферой. Русский язык в игре тоже очень радовал. В начале 90-х было очень мало игр на русском, а именно русских игр так вообще на пальцах можно было пересчитать. Только вот сейчас, записывая этот ролик, обратил внимание, что у меня была демо-версия игры всего с парой уровней. Надо же. Как-нибудь теперь скачаю полную версию и посмотрю, что ж там скрывается за этими двумя уровнями. Incredible Machine. Настоящий таймкиллер, за которым можно было залипнуть на полдня. В общем, как вы догадались, игра это жанра пазл, где надо расставлять и связывать между собой различные предметы таким образом, чтобы конечная цель была достигнута. Например, на первом уровне надо мяч баскетбольный загнать вот в это отверстие. Играть таким образом мне было скучно, и я в основном создавал свои собственные пазлы. Да, в игре есть такая возможность свободного редактирования и расстановки предметов. Здесь, кстати, меня ждал очередной сюрприз. Моя запись игры. Ну-ка посмотрим, что я там намастерил-то в 95-м. Ну, довольно неплохо для 9 лет. Ну а на десерт послушаем Roland MT-32. Лично мне кажется, что звучит довольно неплохо. Escher Pinball. Escher была и есть одной из моих самых любимых игр. Я до сих пор не могу поверить, что на одной дискете умещалась целая вселенная. Если честно, я давно хочу снять отдельный ролик про трилогию Escher, поэтому как бы мне ни хотелось, я не буду сейчас о нем очень много говорить. Скажу лишь, что это было просто нереальное приключение. С самых первых секунд. Это просто что-то из будущего для 92 года. Шедевр, созданный французами. Опять же, приятное удивление вызвали найденные сохранения игр. К сожалению, самые ранние из 90-х не сохранились, но начало 2000-го тоже неплохо. Пинбола на дискете не оказалось. К сожалению, не смог вспомнить, какой он был. Пересмотрел все пинболы на AllGames.ru и ни один не пробудил воспоминаний, поэтому пропускаем его. DS Cycles International Grand Prix Racing. Первая мотогонка на компьютере, в которую довольно часто и с удовольствием играл. Друзья сравнивали ее с Road Rush и расстраивались, что в ней нельзя драться. Для 89 года, в котором была выпущена игра, вообще так не дурно. Тогда еще и игры на Spectrum продолжали выходить, а тут вот такая графика и довольно плавное управление для этого времени. Простенькая игра, которая принесла много позитивных эмоций в свое время. Civ. Первая цивилизация. Первая и самая любимая. Сколько же мы в нее играли, сколько ее перетирали и дома, и с друзьями во дворе на лавочке. У нас она была в русском переводе от Владимира Писаренко и Василия Мясовец. Последний раз проходил ее в 2009, когда побил все свои предыдущие рекорды. Именно первая цивилизация по-прежнему моя любимая часть серии. В детстве не сильно вникал в тактику и в особенности игры, но обожал исследовать домики, которые давали новые технологии, союзников и деньги. Расстраивался, когда попадались варвары, ведь перезагрузка игры и восстановление занимали раньше достаточно долгое время. Очень радовала возможность строительства замка. Кстати, никогда не достраивал его полностью. В какой-то момент просто переставали предлагать выбрать очередную часть дизайна. Также помню, что любил переименовывать первый город в Краснодар. Всегда старался основать его где-то у рек с выходом в море. Строил в нем чудеса света, держал на страже пару фаланг в начале игры, а одинокий сетлер производил вокруг города улучшения в виде ирригации, дорог и шахт. На самом деле о первой Циве можно говорить очень долго. По ней обязательно сделаю отдельное видео. А пока послушаем, как она звучит на MT-32.
Пока записывал видео и проверял найденные сохранения, наткнулся на баг, которого никогда не видел ранее. Не пойму, это из-за DOS-бокса или сохранения совпадают с версией игры. Интересно, было ли у кого-нибудь такое еще и в чем причина этого глюка? Liz Troll. Liz, она же Titus the Fox, to Marrakesh and back. Зубодробительная аркада, которую даже на DOS-бокс с возможностью сохранения не прошел. В детстве совсем тяжело было в нее играть и не удавалось далеко пройти, но все равно было интересно. У меня никогда не было ни Денди, ни Сеги, и вот именно эта игра мне напоминала те игры, что были у друзей на желтых картриджах. Наверное, даже больше всего она мне напоминала Чип и Дейла, своей возможностью кидаться во врагов различными предметами, встречающимися на пути. Надо, наверное, как-нибудь набраться терпения и пройти ее. Все же интересно, что там за концовка. Тролли. В начале 90-х, задолго до того, как слово «тролль» опошлили и оно стало ассоциироваться с не особо одаренными людьми, были такие популярные существа с длинными разноцветными волосами. Вернее, куклы. Их, кстати, еще в далеком 59-м придумали. Так вот, эта игра посвящена именно им. Она особенно мне запомнилась своими неестественно яркими красками и очень красивой заставкой. Она ассоциировалась у меня с новогодним уютом. Я бегал по карте, не понимая, куда идти, собирал маленьких троллей, какие-то буквы, встречая по пути слоников. Как я помню, единственным оружием была йо-йо, а враги представляли собой различные игрушки. В общем, такая вот необычная игра. Гороскоп, Lines, пароль. Гороскоп. Опасный день, не начинайте нового, избегайте спекуляций. Достаточно известная юморная программка DiceSoft. При запуске показывала сегодняшнюю дату и время, а также кого сейчас год и какой знак зодиака у этого дня. Хочу заметить, даже в самом раннем детстве я относился к гороскопам очень скептически. Ведь можно было в одной газете прочитать одно, а во второй уже будет написано совершенно другое. Но почитать все равно было интересно. Родственникам и друзьям, приходящим в гости, тоже было любопытно почитать про себя. Цветные линии. Наверное, в 90-х не существовало компьютеров, на которых не была бы установлена эта игра. Именно так я ее запомнил. Проходя по улице мимо офисных окон, можно было заметить офисного работника, играющего в линии. Да и никого ею не удивить было. Ну разве что тех, у кого не было компьютера. Мне лично игры такого плана никогда не были по душе, я особо в нее не играл. Пароли. Отечественная образовательная игра. К сожалению, с дискеты не удалось мне ее скопировать, но я ее вспомнил и скачал. Игра довольно незамысловатая. Нужно угадать слово, используя как можно меньше попыток. Изначально открыты только первая и последняя буквы. Опять же, не помню, чтобы долго в нее играл. Куда больше мне нравилось Поле чудес. Игры на диске D. Home Alone или Один дома. Игра, выпущенная по мотивам лучшего новогоднего фильма всех времен и народов, не могла не приносить бурю эмоций в детстве. Заставка игры представляет собой фото вставки из фильма, кратко описывающая ситуацию, в которой оказался Кевин. К сожалению, у меня в детстве не было видеомагнитофона. По телевизору фильм надо было заранее вылавливать в программе передач, и вот так вот просто увидеть кадры из фильма, это было неописуемо круто. Сама же игра заставляла меня нервничать. Я понимал суть, что необходимо расставить ловушки, тем самым обезвредив бандитов, но управлять приходилось методом тыка, как и в большинстве игр. Ведь практически все игры на постсоветском пространстве тогда были без мануалов. Пираты не удосужились даже банальный редми закинуть, где хотя бы управление описали. Естественно, я ее не прошел, но все равно было интересно побегать по дому МакАлистеров. Давайте послушаем, как она звучит на Роланде MT-32. Кстати, пока записывал видео игры, увлекся так, что собрал и расставил рекордное для себя количество ловушек и продержался рекордное количество времени, пока сам по неосторожности не прыгнул в лапы вора Гарри. Shortline. Очередная отечественная жемчужина. Мы ее называли паровоз. Или паровозики. И как помню, дискета была также подписана. Вот она тогда была одной из самых любимых игр. Всегда без исключения, когда в гости приходил мой двоюродный брат Валера, большую часть времени играли именно в нее. Давали городам свои названия, в основном называли их населенными пунктами Краснодарского края. Например, Динская или Пластуновская. Первым городом был Краснодар.
И уже из остальных к нам на поездах ехали родственники. Игра была просто супер увлекательной. Нам очень нравилось прокладывать пути между городами, регулировать стрелки, чтобы избежать аварии. А если авария уже произошла, то мгновенно реагировать, чтобы другой поезд не угодил туда же. Паровозики навсегда в моем сердце. Да, кстати, нажав на пункт меню «Архив» с сохранениями, меня ждал очередной сюрприз. Наши записи с 94-95 годов. По ним видно, что самый пик пришелся на конец 94-го. А самая старая запись от 28 сентября 94-го. Это же мне всего 8 лет было. Кстати, одна из немногих игр, которую удавалось даже тогда проходить до конца. Поле чудес. Еще одна отечественная игра, известная многим обладателям компьютеров 90-х. В нее мы играли очень долго и с большим удовольствием. В то время у нас была традиция жарить семечки в пятницу и щелкать их под передачу «Поле чудес». Естественно, возможность самому поучаствовать в игре, хоть и в таком виртуальном виде, приносила очень сильные эмоции. Кстати, это одна из игр детства, которая есть у меня на планшете, и если куда-нибудь далеко еду на поезде, то всегда хотя бы раз ее запускаю. Но вернемся к моей находке. У нас была не совсем обычная версия игры. Если запустить оригинал, мы видим надпись «Сделал Дима Башуров из Арзамаса 16» и его контакты. Так вот, теперь запустим нашу версию. Сделал Владимир Тарасенко или Тарасенко из Краснодара. И это не единственное отличие. Имена персонажей игры также изменены на фамилии сотрудников завода, на котором работал и продолжает работать мой отец. И что самое интересное, туда попала его фамилия и моя, соответственно. Нашу фамилию присвоили кролику из Винни-Пуха. Также были изменены некоторые вопросы и ответы на них. Например, назовите фамилию сотрудника из 8-го отдела. Такой вот раритет, который пока что не встречал на просторах интернета. Что для меня особенно неожиданно было заметить в момент записи этого ролика, это надпись внизу. Если пришел суровенный, нажми Tab. Дело в том, что это фамилия начальника, который до сих пор там работает и является генеральным директором предприятия. Нажатие на кнопку Tab делает экран черным, пока не нажмешь другую клавишу. Надо будет ему показать. Может, он вспомнит и поймет, почему, заходя кому-нибудь в кабинет, у сотрудника был черный экран. Принц Персии. Классика. Наверняка в нее играли все, у кого был компьютер или доступ к компьютеру в 90-х. Несмотря на умопомрачительную сложность, игра была очень интересной. Хоть мне и не удавалось далеко пройти, но было очень интересно побегать по этим мрачным локациям, полных опасностей. Помню, что находил меч, но ни разу не побеждал ни одного врага. Вспомнил, что она у меня в списке обязательных к прохождению, но пока не добрался до нее. Сейчас задумался, что запускал ее последний раз лет так 15 назад. Ох уж эти падения с высоты, шипы земли и лезвия, разделяющие нашего героя на две части. Кстати, в ней тоже есть поддержка Roland MT32, но не в моей версии. Пришлось скачать 1.3, где она есть. Давайте послушаем. В общем, из подписанных дискет здесь все. Но есть еще также не подписанные дискеты. Давайте посмотрим их. Ready Rabbit, первая часть. По идее тут две части игры, но запустилась только первая. Обучающая игра, которую я сразу вспомнил, ведь провел за ней немало времени. В этой игре присутствуют 4 мини-игры, и все они для того, чтобы научить нас правильному написанию тех или иных английских слов. Игра довольно красочная и интересная. Ну, если тебе где-то до 9 лет. Если не ошибаюсь, мне больше всего нравилось отправлять поезд со словами. Вообще, в то время мне нравились все игры, связанные с поездами, и я мечтал о собственной игрушечной железной дороге. Которая, кстати, у меня была, но недолго. Или я, или кто-то из гостей ее вскоре сломал. Мечта сбылась лишь спустя годы, когда жена подарила железную дорогу Лего на мое 30-летие. Ладно, я что-то отвлекся. В общем, Ready Rabbit неплохая игра для развития ребенка. Wolfenstein 3D. Очередная бессмертная классика, вышедшая за год до первого Дума. О ней в свое время говорили все, кто хоть как-то был связан с игровым миром или даже просто видел ее краем глаза. Мне как-то по душе больше, как звучит PC-спикер, поэтому сначала на нем послушаем игру. Хождение по коридорам и комнатам, поиск потайных дверей доставляло неимоверное удовольствие. Не меньшую радость приносило уничтожение врагов в виде офицеров СС, немецких овчарок и прочих. Собачек, кстати, всегда было жалко. Они же не виноваты, что их обучили убивать. Вольф, так мы называли ее раньше, одна из немногих игр, которые я прошел тогда сам и без чит-кодов. Уже потом, когда познакомился с соседом Андреем, он подсказал мне чит-код к игре. И откуда я это все помню?
Игра очень увлекательная, и даже после появления второго Дума я продолжал в нее играть. Но с появлением Quake уже интереса она не представляла. Ах да, как и в некоторых моих предыдущих находках, здесь сохранились наши старые сейвы. Самый ранний, еще с сентября 94-го. Загружу, посмотрю парочку, что там, и перейду к следующей игре. Xenon 2. До появления нашего 386 компьютера я очень любил играть в R-Type на Spectrum. И когда впервые запустил Xenon 2, я не мог оторваться от нее долгое время. А потом днем за днем летал на космическом корабле, пытаясь пройти игру. Увы, пройти ее я так не сумел, но как помню, проходил достаточно далеко. Сделали ее одни из любимых разработчиков, Bitmap Brothers, которые, кстати, также создали GOTS. И если присмотреться к текстурам и некоторым вещам, то почерк довольно узнаваем. В GOTS также перешла идея с магазина между уровнями, где можно было закупиться различными улучшениями. Игра очень увлекательная, и надо будет как-нибудь ее все же пройти. Лично для меня это лучший представитель жанра, хотя я и питаю нежные чувства к R-Type. Кстати, как-то в Штатах мне попался аркадный автомат с R-Type, и я просто ушел с головой в игру на достаточно продолжительное время. Жаль, Xenon 2 не выходил на аркаде. Ну вот, в принципе, и все, что касаемо игр. Самих игр. Но на дискетах были еще и просто отдельные сохранения. Тут у нас вот и первая цивилизация, Theme Park, Escher 3, Alone in the Dark 1, Day of the Tentacle, Ecstatica 2, Sam & Max и прочие. Надо будет как-нибудь посмотреть, что я там настроил в Theme Park и докуда удалось дойти в детстве в Escher 3. Ну а Alone in the Dark, Day of Tentacle, Sam & Max я уже прошел. Ecstatica еще бы пройти, обе части. Да и Escher 3 единственный непокоренный из трилогии остался. А сколько еще сохраненных с других игр на старых винчестерах хранятся? Надо будет как-нибудь заняться ими, собрать все в кучу. На дискетах также был некоторый софт. Но я решил, что сделаю отдельное видео и расскажу про разные программки, которыми уже сейчас никто не пользуется, а раньше они были достаточно популярными. Ах да, обещал еще рассказать про дискету с надписью «Рисунок». Так вот, на ней был Paintbrush 4+. Что тут необычного, спросите вы? Наверное, то, что в папке с программой сохранились мои самые первые компьютерные рисунки. Давайте на них посмотрим. Вот это, я помню, рисовал мой двоюродный брат Валера. На нем изображена операция по разъединению сиамских близнецов. Интересно, это можно продать как NFT? План нашей гостиной. Посередине это ковер, как вы догадались. Реклама Gillette. Эту тоже Валера рисовал. Здесь я маму рисовал, когда ей было 29. В жизни она получше, конечно, выглядит. Это лук. Просто лук. Ага, а вот и мой самый первый сохранившийся рисунок. Подписан 23 октября 1994 года. А вот файл датирован 26 октября. Видимо, подправлял какие-то детали. Здесь я, похоже, изображал своих будущих животных, кота Сильвера и крысу Чаки. Но это не точно. Здесь наша собака Бима, ее любимая еда, куриная лапа и карамелька. На этом рисунке одна из моих любимых тем того времени – НЛО. Флинстонов с наклеек срисовывал Валера. А здесь спойлер, простите. Лионелла Вильяреаль из Дикой Розы. Скорее всего, она там в машине сидит. Этот рисунок тоже Валера рисовал. Дача. Такое видел нашу дачу. Ну и немного картины, которые были в самой программке. Из них я очень хорошо запомнил Розу и космонавта. Ну и в принципе все. Такие вот раньше были развлечения, доинтернетные. Напоследок покажу еще немного интересных и не очень находок. 2 пачки 5-дюймовых дискет. Что ж там на них? Какой-то RG архив, Basic, загрузочная, еще какой-то архив, главный архив, опять архив. А вот и GOTS, MS-DOS, телетекст. Здесь что-то зашифрованное. А во второй пачке у нас... Что же там у нас? Ага, Doom. Еще Doom. Опять Doom. Еще раз Doom. EMI Pro. Древний софт для Windows 3.11. Непонятно. Помечено красным стикером. Какой-то Dev. History. Опять EMI Pro. Невидимая дискета. Без подписи. Какой-то вирус. Скорее всего, антивирус. Вот такие вот артефакты, которые, к сожалению, я не смог проверить. Портативных дисководов для 5.25 дискет, увы, не бывает. Хотя какое-то решение все же есть. На просторах интернета видел платы для подключения дисковода к компьютеру по USB. Но все же оставлю на потом. Когда-нибудь я соберу свой 386 и в первую очередь посмотрю, что же на этих дискетах.
А пока пусть лежат и дальше хранят в себе свою тайну. Стикеры для дискет 3M. Наверное, шли вместе с пачкой дискет. Не уверен, что когда-то мне это пригодится, но пусть будет. И еще какой-то мини-диск с юзер-мануалами и драйверами. Написано «не для продажи». Я вот люблю нарушать правила. Возьму и выставлю на аукционе, может кто купит. Вот и все, подошло к концу мое очередное видео. Хочется верить, что в современном мире тоже найдутся вещи, которые также будет интересно вспоминать спустя 30 лет. Также рассказывать о них, показывать, как все было. Ну а мне остается только рассказывать о своих любимых 90-х, о своих воспоминаниях, впечатлениях, навсегда врезавшихся в мою память. Не забывайте, если вам понравилось мое видео, самая лучшая благодарность для меня – это ваш лайк, комментарий и подписка на канал. С вами был я, Алексей Шведов. До новых встреч. Пока.